Всем привет! Меня зовут Марина, и вы на канале Russian Language Club, канале о русском языке и все, что с ним связано. В этом видео мы поговорим о том, что такое сочувствие и как выразить сочувствие на русском языке. Сочувствие – это один из важных элементов общения. Когда кто-то переживает трудность, проблему, и мы хотим поддержать этого человека. Помимо каких-либо слов, важное значение имеют и жесты, мимика, выражение лица и интонация, то есть и вербальные, и невербальные навыки. Остановимся сначала на вербальных выражениях сочувствия. Дам вам несколько фраз, которые могут вам понадобиться. Мне очень жаль. Простая и искренняя фраза. Я сожалею, что это произошло. Подходит уже для более формальных ситуаций. Мне тебя так жаль. Вариант уже для более близких отношений. Я понимаю, как тебе сейчас тяжело. Поддерживающая фраза, которая показывает, что вы тоже сопереживаете, испытываете, чувствуете те же чувства, что и тот человек, к кому вы обращаетесь. Если что-то нужно, дай знать. Предложение о помощи и готовности быть рядом. Эти фразы можно адаптировать в зависимости от контекста и степени близости к человеку, который испытывает какой-то трудный момент, и степени близости с человеком. Теперь давайте рассмотрим и невербальные сигналы, которые помогают выражать сочувствие. Выражение лица. При сочувствии брови слегка приподняты. Мне очень жаль. Глаза выражают грусть и внимание. Важно избегать резких, веселых или других несоответствующих эмоций. Выражение лица должно быть таким вот мягким, спокойным, добрым. Зрительный контакт. Очень важен зрительный контакт, но не напрягающий, такой ненавязчивый, чтобы взгляд выражал участие. Жесты руками. Я думаю, что вы видели, очень часто, когда я говорила фразой сочувствия, я прикладывала руки к груди. Но жесты мои были не резкими, а спокойными, медленными. Я прикладывала к груди руки, показывая, что я искренне от всего сердца говорю слова. Можно слегка коснуться человека, к которому вы обращаетесь, чтобы продемонстрировать поддержку. Но важно не создавать дискомфорта. Также при сочувствии мы немного наклоняемся вперед, опять же, чтобы показать, как мы близки с этим человеком, близки эмоционально. И интонация. Интонация должна быть спокойной, мягкой, с небольшими замедлениями речи. Сочувствую. Я тебе, я вам сочувствую. Да уж, не весело. Ну, что тут поделаешь? Что поделать? Такова жизнь. Я тебя понимаю. Или я вас понимаю. Или как я тебя понимаю. Как это грустно. Теперь давайте возьмем несколько ситуаций для практики выражения сочувствия. Я буду давать вам ситуацию, а также некоторое время, чтобы вы подумали, выразили сочувствие и желательно записали это на видео и отправили мне на электронную почту. Мне будет интересно посмотреть, как правильно, как аккуратно вы можете выражать сочувствие по-русски. И первая ситуация. Ваш друг потерял что-то важное для него. Например, телефон или какие-либо документы. И сейчас чувствует себя растерянным. Что вы скажете вашему другу?
Ситуация 2. Ваш друг жалуется на трудности на работе. Может быть, это конфликт с руководителем, либо же неудавшийся проект. Как вы посочувствуете вашему другу? Ситуация 3. Ваш знакомый рассказывает, что его близкий человек заболел, и ему сейчас трудно. Проявите сочувствие. Ситуация 4. Ваша подруга рассказывает о своей неудаче, проваленном экзамене. Проявите сочувствие. И ситуация 5. Ваш близкий человек переживает разрыв отношений, расставание с любимым, делится с вами своими переживаниями. Ему сейчас как никогда необходима ваша поддержка и сочувствие. Когда вы выражаете сочувствие, важно не только подобрать правильные слова, но и следить за своими жестами, мимикой, интонацией. Это помогает сделать ваши слова более искренними, поддерживающими. Напишите в комментариях, какие фразы вы используете для выражения сочувствия. А на этом все. Подписывайтесь на канал Russian Language Club. Давайте дружить, общаться в социальных сетях. И пока-пока. До скорой встречи.